Всем привет, и кто меня не знает, я Исулу, и это канал Face Something. И сегодня видео для тех, кто любит фотографировать, снимать видео, для тех, кто занимается своим инстаграм, или может у кого есть свой бизнес, да и просто для тех, кто хочет научиться новым интересным техникам. Сегодня мы будем делать крутые и стильные фотофоны. Они мне сейчас просто необходимы, и правильно подобранный стильный фон заметно улучшает качество фотографии. После каждого DIY я буду показывать фотофоны в действии с фоном на фоне. Что? Поделюсь с вами несколькими идеями, техниками, и если вам понравится это видео, то я смогу снять еще. Поэтому делитесь этим видео с друзьями, отмечайте меня на фото с фотофоном в Инстаграм. Я обязательно посмотрю, но мы начинаем. В качестве основы для фотофона вы можете взять кусок гофрокартона. Дешево и доступно. Еще нам понадобится кусок ватмана и клей. В данном случае я показываю клей ПВА, но он не подойдет. Лучше всего взять клей Момент Кристалл. Блин, он лежит вон там на столе, чё ж я же его не взяла. От клея ПВА бумага намокает и начинает волниться. Не очень красиво, от клея Момента Кристалл такого не будет. Смотрю сейчас на это и думаю, Айсулу, не делай этого. Но ничего страшного, потом я все исправила. Зато вы научились на моих ошибках. И следующее, что нам понадобится, это потолочные плинтусы. Я их называю галтели. Один край отрежьте под углом 45 градусов с помощью канцелярского ножа. От одного края фотофона отмерьте 13 сантиметров. С помощью горячего клея промажьте плинтус и приклейте его к отмеченной линии. Хорошенечко прижмите, дождитесь высыхания и отрежьте еще одну деталь потолочного плинтуса, промажьте клеем и приклеиваем ее с нижнего боку на том же расстоянии 13 сантиметров. Этот фотофон больше вспомогательный. Его нужно ставить вертикально. Его невозможно фотографировать сверху вниз. Конечно, вы можете попытаться, но он не для этого предназначен. Это имитация стены. Если вы все еще не поняли, о какой стене идет речь, то покажу несколько примеров. Наверняка вы где-то уже видели подобное украшение. Выглядит очень изысканно. Даже если в вашей комнате большой бардак и свалка, то с помощью такого фотофона все будут думать, что вы находитесь в каком-то французском интерьере. Can drive me to your heart. Oh, you. Для следующих фотофонов в качестве основы я использовала лист фанеры. Да-да, это тот самый, на котором было написано It's the most wonderful time of the year. Да-да-да, я знаю, что вы скучали по моему пению. Ну, сколько уже можно стоять этой доске у меня в комнате? Уже Новый год давным-давно прошел. Нужно подарить им новую жизнь. Потом что-нибудь новенькое нарисуем, правильно? Для этого фотофона вам понадобится шпатель, либо в моем случае мастихин, наконец-то он мне пригодился. И шпатлевка, я ее купила в строительном магазине, она уже готовая, разведенная, ничего делать не надо. Берем шпатель, загребаем шпатлевки и намазываем на фанеру. Не стесняемся, намазываем так, будто бы это нутелла, а это ваш хлебушек. Намазывайте в разном направлении и не пытайтесь сделать все идеально гладким. Нам нужна текстура, неровности, поэтому можно даже сделать их искусственно. К примеру, похлопать шпателем. Смотрите, какой интересный эффект получается. Делаем так хаотично по всей поверхности. Если поставите шпатель вертикально, то можно сделать царапины. Тоже очень необычный эффект. Ну вот и все, готово. Оставляем высыхать. На это уйдет несколько часов, поэтому можете лечь спать и на утро уже приступить к следующему шагу. Уже засохший фотофон нужно покрыть черной краской. Вы можете покрасить акриловой краской или с помощью баллончика. В моем случае это эмаль. На самом деле не важно, чем вы будете красить, потому что в данном случае это подмалевок. Если вы не в курсе, что такое подмалевок, это, скажем так, основа, которая в последующем будет закрашиваться. Дождитесь полного высыхания краски. Теперь смешиваем белую акриловую краску и черную, чтобы у нас получился светло-серый оттенок. Теперь возьмите какую-нибудь строительную кисть. Это обязательно должен быть грубый ворс, щетина. Она обязательно должна быть сухой. Набираем немного краски и с помощью легких движений оставляем следы. Не нажимайте сильно на кисть. Она должна оставить только лишь разводы. Вы можете заметить, что именно выпуклые части выделяются. Тем самым мы подчеркиваем текстуру фотофона. Можете положить кисточку плашмя горизонтально и красить таким образом, тогда вы точно не переборщите.
И вот что у нас получилось. Вы можете заметить, что наш фотофон практически серый, но текстуру очень хорошо видно. В принципе, уже похоже на бетон. Вы можете остановиться и на этом шаге. Серый фотофон абсолютно универсален, но я хотела попробовать эффект ржавчины, немножечко разнообразить его. Мы же тут собрались ради экспериментов, поэтому берем оранжевую краску, смешиваем немножечко с водой и оставляем большие кляксы. И да, будьте осторожны, не запачкайте стены и ковер. Представьте себе, я ничего не запачкала. Вот это достижение, вот это я понимаю. Я добавила немного из желтой краски, затем капнула черной красочки и белой. Получился очень необычный эффект. На фотографиях смотрится шикарно. Сейчас покажу, как это действует на практике. Выбираем самую светлую зону у себя в комнате. Как правило, это подоконник. Кладем фотофон. У себя я нашла большой деревянный спил. Вы можете заменить его разделочной доской, к примеру. Сверху кладем фотогеничную книжечку. Можете поставить ароматную свечку. Если у вас есть свежие цветы, то это просто прекрасно. В данном случае у меня засушенные, тоже смотрится неплохо. Мне кажется, здесь не хватает ароматного кофе. Кофе я завариваю в гейзерной кофеварке. В это время подогреваю молоко на плите. У меня есть вот такой миленький электровенчик, который просто прекрасно взбивает молоко. И у него получается пенка, как в Старбаксе. Наливаем молоко, накладываем огромный слой пенки, и наш супер фотогеничный кадр готов. Из-за того, что у нас интересная композиция, фотографии будут круто смотреться как на камере, так и на телефоне. Кстати, первый фотофон белый можно использовать в качестве отражателя. Его просто нужно поставить напротив источника света, и теперь тени будут становиться мягче. Видите, разница заметна. Вот такой универсальный фотофон. И одна из идей, которая уже наверняка банальна, и вы ее уже видели где-нибудь, вы просто можете взять какой-нибудь лист фанеры и оклеить ее самоклейкой. Кстати, на моем канале вы можете уже посмотреть такое видео, я делала мраморный поднос. Он получился очень неплохо и отлично подойдет в качестве фотофона. Поэтому сходите в какой-нибудь строительный магазин, либо творческий, и поищите пленку. 5 минут и фотофон готов. Теперь покажу еще один способ, как можно использовать шпатлевку. Возьмите какую-нибудь ненужную посудину, одноразовую тарелку, кладем необходимое количество шпатлевки и достаем акриловую краску различных оттенков. У меня здесь и синий, и зеленый, чтобы получился бирюзовый. Так как это будет только первый слой, поэтому это подмалевок, и он будет самый темный. Я добавила черного оттенка, и у нас получился темно-синий. И как я учила вас ранее, накладываем пожирнее. Делаем это хаотично. На самом деле вы можете даже и не дожидаться высыхания первого слоя и замешивать уже следующий оттенок. Снова накладываем шпатлевку и замешиваем более чистые светлые оттенки. Вот мне интересно, вы тоже залипаете в инстаграме на такие видео, где смешивают краску шпателем, и она так размазывается. Это же настоящий антистресс, согласитесь. Теперь вы поняли принцип. Вы можете замешивать различные оттенки, делать какие-то мазки более интенсивные, зеленоватые. Не забывайте делать текстуру, царапины. Я решила сделать небольшую виньетку, затемнить по бокам, а центр будет самый светлый. Теперь возьмите какую-нибудь тряпочку или салфетку, и пока краска полностью не схватилась, немного сглаживаем границы, чтобы фон на фотографиях был не слишком резкий и не слишком активный. Ну слушайте, получилась настоящая картина, можно хоть на стену вешать. Я все-таки решила добавить еще немного световых пятен и замешала теплый светло-бежевый оттенок и расставила небольшие, но текстурные мазки. Делайте это резко и размашисто. И теперь можно с уверенностью сказать, что это все. И, конечно же, покажу вам, каково это на практике. Сейчас будем делать фуд-фотографию. Я пожарила грудку до золотистого цвета, нарезала салатик, сверху полила сметанкой. Контрастные цвета очень круто смотрятся на фотографиях. Нарезала грудку, разложила на красивой тарелке, поперчила. Такие детали тоже не остаются незамеченными. И вот и все.
все, наша голубая композиция готова. Выглядит аппетитно! Кстати, совет, если вы хотите научиться красиво фотографировать и делать крутые флетлей, то находите красивые картинки и пытайтесь их повторить. Несмотря на то, что вы копируете кого-то, у вас в итоге все равно получится что-то свое. И вы откроете для себя какие-то новые фишечки и обретете опыт. И последний фотофон будет очень легкий. Возьмите фанеру и покрасьте ее полностью в розовый, ну либо любой другой цвет. Чудеса монтажа, и это произошло в один момент. Теперь выдавливаем красочку на тон светлее, берем лист бумаги либо газету и скомкиваем ее. Комочек бумаги обмакиваем в краске и оставляем что-то типа штампа. Получается очень интересная текстура. Главное не размазывать, а оставлять следы, штампы. И делаем так по всей доске. Вы можете экспериментировать, добавлять каких-нибудь других оттенков. К примеру, если вы ведете теплый инстаграм, то можете добавить немного желтого, чтобы и фотофон в целом смотрелся теплее. Может быть, вы ведете лиловый инстаграм, то сделайте фиолетовый фотофон. Вариаций куча, подбирайте под себя. На этом же фото вы можете наблюдать, что на заднем плане стоит наш первый фотофон с молдингами. Сочетание невероятное. Надеюсь, вам понравились идеи. Такие фотофоны делаются очень просто, быстро и прослужат вам надолго. Из-за небольшого веса их можно брать на выездные фотосъемки, делать их двусторонними. И не забывайте о том, что у меня есть второй канал Айслу Нуртаева, и он активный. Кстати, там уже вышло новое видео. Посмотреть его вы сможете, кликнув вот сюда. А это видео сгенерировали по твоим предпочтениям, поэтому оно тебе наверняка понравится. Кликай вот сюда. Но это два моих канала, первый, второй. Подписывайся. Ну а я с вами прощаюсь, и мы увидимся с вами в следующем видео. Всех целую, всем пока!